В сердце Баку, среди архитектурных шедевров, высится Дом правительства. Здание, которое не только формирует облик города, но и запечатлело свою уникальность в легендах и тайнах. В эпоху его строительства оно возвышалось над окружающей низкоэтажной застройкой, становясь неприкасаемой доминантой городского пейзажа. Сразу после появления этого монументального сооружения вокруг него родились загадочные истории. Среди них легенда о немецких военнопленных, утверждавших, что они воплотили свое непримиримое отношение к архитектуре, создавая здание в форме свастики. Это сведение к тайному знанию циркулировало шепотом на кухнях, создавая ауру загадочности вокруг Дома правительства. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это легенда, всего лишь тень настоящей истории. Советский архитектор Руднев в соавторстве с Мунцем создал удивительное здание в форме широкой буквы «П». Этот стиль, который народ назвал сталинским вампиром, на самом деле является советским монументальным классицизмом с восточными мотивами и элементами итальянского барокко. Эта знаковая постройка обрела свое начало благодаря великому архитектору Льву Рудневу, чей след во времени оставил отпечаток не только в Баку, но и в самых престижных точках Советского Союза. Руднев, чья фантазия и мастерство вдохновили создание главного корпуса МГУ в Москве, предстал перед вызовом воплотить свое видение в азербайджанской столице. В 1934 году Советом народных комиссаров Азербайджанской ССР было принято постановление о строительстве Дворца Советов, первоначального названия Дома правительства. В жесткой конкуренции проектов победили Руднев и Мунц, предоставив миру монументальное здание, обволакивающее смелость и изысканность. Но история строительства была далеко не легкой. Начатое в 1935 году, оно задержалось и продолжалось дольше, чем планировалось, сталкиваясь с финансовыми трудностями и проблемами, вызванными Второй мировой войной. Только на подготовительные работы было выделено 2 миллиона рублей, что по нынешним меркам составляет более 14 миллионов долларов. Фантастическому по красоте зданию, построенному по мотивам архитектуры дворца Ширваншахов, явно не хватало советской приземленности. Первоначальный проект с трибунами оказался не так хорош, как на макете. Дом полностью затмевал правительственную трибуну. После долгого перерыва в 1945 году строительство возобновилось, и с ним начался конкурс на создание скульптуры Ленина. Проект Джалала Гарьяхды, победивший в конкурсе, вписался в комплекс Дома правительства, став одним из самых выразительных памятников в СССР. 4 года длилась работа над образом вождя. Идея всего комплекса заключалась в создании здания-памятника вождю революции. 11-метровая скульптура Ленина, произведенная на скульптурной фабрике в Мтищах, стала неотъемлемой частью этого архитектурного шедевра. Байка о авторе и засекреченной высоте скульптуры Ленина стала частью легенды. Искусный скульптор не мог долго рассчитать нужную высоту, пока не пришла на помощь бутылка водки. Экспериментальная пирушка на макете здания стала ключом к завершению строительства, добавив при этом немного веселья в процесс. Как-то один из гостей поставил на макетный пьедестал бутылку. Гарьяхды восхитился – то, что надо. Путем соотношения размеров бутылки и макета он и вычислил нужную высоту скульптуры. В 1952 году Дом правительства возвысился над Баку, став центром внимания и обожаемым символом города. Место для Дома правительства не было выбрано случайно. Оно стало центральным элементом городского ансамбля и Приморского бульвара, придавая городу первый парадный морской фасад. Однако трудные послевоенные годы повлияли на скромность фасада, оставив его аскетично пустым в
контрасте с богатыми башнями-крыльями. Сквозь величественные стены Дома правительства Баку проникают легенды и тайны, создавая мистическую ауру вокруг этой архитектурной визитной карточки города. Одна из занимательных легенд связана с уменьшением количества этажей, представляющим собой настоящий детектив. По этой версии проектировщики допустили ошибку, не учтя близость грунтовых вод. Этот просчет привел к осадке здания, и несколько этажей вместе с фундаментом опустились. Легенда утверждает, что виновные были немедленно заключены в тюрьму за свою неосторожность. Но здесь, кажется, нас ожидает сюрприз. Действительность оказалась не столь захватывающей, как легенда, и эти этажи просто стали техническими помещениями. Еще одна легенда вращается вокруг забастовки, якобы устроенной немецкими военнопленными из-за некачественного цемента. Однако вопрос, могли немцы в то время устроить забастовки, остается под вопросом. Но эта легенда становится отражением аккуратности и педантичности немцев, вопреки времени и обстоятельствам. Со стройкой Дома правительства было много несоответствий и неполадок. Городские власти требовали сдачи неготового здания, обещая доделать его потом. Но первые, кто в нем поселились, оказались сами архитекторы. Волевым решением они заселились на 10-м этаже, который изначально предназначался для технических помещений. Сегодня Дом правительства не только воплощение архитектурного мастерства, но и свидетельство сложного исторического пути, который вмешивал в себя трудности и триумфы, секреты и открытия. Таким образом, Дом правительства в Баку становится не только архитектурным монументом, но и объектом, в котором переплетаются тайны и реальность. Его форма привлекает внимание, а его история становится таинственным расследованием, в котором каждая деталь приносит новую главу в этой книге архитектурной загадки. Хотя здание потеряло часть своих общественных функций и претерпело изменения, в архитектурном плане оно обрело новые черты местного колорита. Элементы национальной азербайджанской архитектуры стали более выразительными и органичными, придавая Дому правительства не только величественность, но и отражение богатства культурного наследия этого удивительного города. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие захватывающие эпизоды проекта «Баку. Машина времени». До встречи!